Приветствую! Наконец-то закончилась вся эта история с клонами, становлением вселенной, изначальностью и никому не интересной белибердой. И я могу вернуться к играм. В прошлый раз мы все чуть не сдохли. Ты уверен? Да. Присаживайтесь поудобнее, захватите перекус и отложите все дела. Нас ждет долгое и захватывающее приключение в мире меча и магии. Серьезно, посмотрите только на длину ролика. Я, должен признаться, огромный фанат третьих героев. Для меня не существует игры более родной и любимой сердцу. С первых дней знакомства я играл в нее без конца. Днями и ночами изучая и познавая новый мир, наполненный невероятно огромным количеством различных существ и замков. Герои, артефакты, магия и музыка. Все это свело меня с ума, и по сей день я продолжаю играть в нее как в первый раз, сидя до утра в самой невероятной позе. Я настолько обезумел, что эти герои у меня везде. На любом компе в доме установлены герои. На телефоне у меня установлены герои. На флешке, которая всегда со мной, есть герои. И если я вдруг забыл телефон и флешку, у меня в облаке в интернете загружены герои, чтобы я смог их всегда скачать. И много лет назад ситуация была абсолютно такая же. На любой новый комп в доме первым делом устанавливались герои. И вот я представляю себя много лет назад. Я сижу за компом, полностью погруженный в игру, мечтая о том, как бы погрузиться в нее еще больше, не просто смотреть сверху и командовать героями, следить за постройками и экономикой, а оказаться там, среди магических полей, вживую увидеть золотого дракона, постоять на шпиле снежной башни с архимагом, выпить в таверне с крестоносцем и монахом, изучить некромантию и убить всех четверых, подняв из них скелетов, лича и костяного дракона. Отправиться в некрестовый поход за свежими душами, на каждом шаге которого поднимать испавших врагов верных и преданных мертвецов, создавая бесчисленные. И вот в таких мечтаниях я проводил вечера, не зная и даже не подозревая, что моя мечта оказаться среди этого волшебного мира выходила на дисках в России, и называлась она «Меч и магия». У меня же в руках шестая ее часть под названием «Благословление небес». Или, как я ее люблю называть, «Мандаты Хаванов». Вышла игра в 98 году, но наша Россия-матушка увидела ее только в... Раз уж мы здесь, дайте-ка я побомблю. Есть 3 игры, сделанные на одном движке. Меч и магия 6, 7 и 8. И выходили они подряд, раз в год. В 98-м 6-я, в 99-м 7-я и в 2000-м 8-я. Все круто. Но только в России. Да, Паш? А? Ну, только в... Да, только в России. Только в России. Сначала вышла 8-я часть, в том же 2000-м тут все нормально, но потом спустя 3 года выходят 6-я и 7-я одновременно. Спустя 5 лет после релиза. Да в это время уже год как на полках Morrowind стоял. Это сейчас, может, игры 5-летней давности еще, неплохо сохранились. Но тогда был жуткий скачок в графоне. И вы только представьте себе, увидеть вот это, купив вот новую игру, которая только что вышла. В этом году Max Payne 2 вышел. О чем они думали? Скажи спасибо, что вообще вышло. Да, отлично. Но я, как и большинство, познакомился с Меч и магией именно с 8-й части, ибо она у нас вышла первой. Так, я сейчас запутаю всех этими частями и их релизами. Хер с ним, игра-то хорошая. Давайте просто представим, что я, фанат третьих героев, вот только что узнал о существовании серии игр Меч и магия. Черт, я и понятия не имел. РПГ по Меч и магии. И их выходило... Ни хрена себе частей. Первая аж в 1986 году. Меня-то даже в живых не было. Блин, я обязан в них во всех поиграть, но что-то непонятно с какой начать. Первая вообще чуть ли не текстовая игра. Ну я ищу что-то в духе третьих героев. Какие из них выходили примерно в это время? Блин, я просто по скриншотам могу сказать, что 5-я Меч и магия — это стиль вторых героев.
А вот уже 6-я совсем другое дело. Я прям чувствую, что надо начать с нее. $3DO. Они пришли из глубин небытия, могущественные враги древних людей. Никто не знает, почему они выбрали нас и нашу планету. Вероятно, власть дьявола беспредельна, если другие миры склонились перед ним. И вот он и его слуги здесь, на Земле. Кто-то сказал, что битва со злом – это путь к благословению небес. Возможно, Сейчас я объясню, что произошло. На вашу деревню Пресная Вода, да, так называется деревня, напали демоны вкупе с драконом. Вы чудом спаслись, и ваш старый друг Фалагар решил помочь вам вернуть деревню. Обучил вас там всему, чему смог, и свалил в закат. Ну а мы пошли грабить гоблинов и нашли там какие-то письма. Одно из них адресовано королю демонов. С этой точки нам предлагают либо начать с готовым отрядом, либо собрать самому. Но я, естественно, выберу сам. Так, где там эти «давай выбери меня», чуваки? Выбери меня! Ну давай, выбери меня! Выбери меня! Эй, выбери меня! Представляю вам команду непобедимых. Рыцарь, стрелок, хиллер и маг. Подмывало, конечно, сделать всех магами, но у нас все-таки ролевая игра, пусть каждый отыгрывает свою роль. Рыцарь умеет замечать всякое вокруг и разоружать ловушки. Стрелок умеет в магию воздуха и опознавать предметы. Хиллер умеет чинить не только тело, но и вещи на этом теле. Ну а маг чисто дамажит по всем подряд. Ну, поехали. Вид от первого лица, хотя лиц на самом деле 4. Графоний, как вы видите, просто огонь. Зато какой интерфейс, какое оформление. Мне кажется, оно почти занимает больше места, чем основное окно. Но вы только посмотрите на инвентарь, предметы отрисованы и все красиво. Так что я предположу, что все силы были направлены именно на оформление, нежели окружение. Вот, кстати, и то письмо, что мы нашли. Там говорится, что некий Андовер ждет нас в таверне с вознаграждением. Ну и что-то про дьявольские планы покорения мира. Осматриваемся и находим таверну, отдаем письмо и получаем деньги. В довесок Андовер просит нас заглянуть в заброшенный храм Баа в поисках канделябра, который забыли унести с собой убегающие монахи. Интересно, от чего же они убегали? В ратуше узнаем, что оказывается этот храм не так прост. Там служители мрачного культа Баа пакостили людям всякими проклятиями, и последним были крысы. Но что-то пошло не так, и они наградили себя полчищами крыс. Там же в ратуше дают квест по спасению похищенной знахарки и задание по очистке башни от гоблинов. И вообще, побродив по городу, я собрал кучу сайд-квестов. Ну и кажется, пришло время попробовать себя в бою. Я тут немного изучал мануал и даже поставил на быстрый каст стрелу огня у мага. А вообще... Давайте я вам запрягу телегу про управление. Ходьба на стрелках. Даже есть подобие стрейфа, если зажат Ctrl. Но почти бесполезен, ибо медленно и от снарядов не увернешься. Пробелом делаются все действия с окружением. Поговорить, подобрать труп, открыть сундук. Клавиша А — это атака оружием. Клавиша С — каст быстрого заклинания. Клавиши с 1 по 6 выбирают героев и спутников. Нажимаем 1, выбирается первый герой как активный персонаж. Нажимаем 1 еще раз, и открывается окно инвентаря этого персонажа. Также есть клавиша F2, которая вдвое ускоряет время. Но, я так понял, это особенности версии, что я поставил, ибо в оригинальном мануале этого нет. Но на самом деле невероятно полезная штука, я ей пользовался постоянно. Остальными клавишами можно смотреть вверх-вниз и открывать разные окошки, которые можно открыть и мышью. Мышь тоже имеет важное свойство. Ей можно осмотреть врага, если нажать правой кнопкой на нем, а если у вас есть навык опознания монстров, то кроме здоровья покажет и всякую другую дополнительную инфу. А еще я узнал, что тут есть 2 режима боя, обычный и пошаговый. Ну давайте для начала попробуем Real Time Action. Промах. Мимо. Промах. 5 урона. Отлично, ближний бой. Охренительно. Ну, хоть магия попадает. Или нет. Блин, а может у меня есть какая-нибудь другая магия, которая более попадает? Да.
Спасибо. Как сложно хоть кого-нибудь убить. О! Ну, давайте хоть второго в спину. На! Отлично. Вот этого синего надо точно убивать. Он кастует, и это очень больно. Давай, получи. Ну, ты чё, уснула? Пробуждение! А, не, просто сдохла. Заряд статики. Бум! 6 урона. Неплохо для статики. Я когда свитер снимаю, тоже дамажу, но не так сильно. Ай, остался последний. Остальные сбежали с поля боя от полудохлой семиглазой четверки косожопых дебилов. Я совсем растерялся и получил много любви. Давайте попробуем пошаговый режим. В мануале сказано, что он включается нажатием Enter. Что за говно? Это такой звук включения пошагового режима? Да у меня сердце в пятки ушло и обосралось. Ладно, давайте попробуем на этих ребятах. Ну, поехали. Ну, пока вообще неплохо. Даже с дистанции успеваю их расстрелять. Никаких нервов и суматохи. Мне нравится. Я так понимаю, теория такая. Как только мы по очереди сходим героями, начинается ход врага. Но ведь... Подождите. Да, в реальном времени враг успевает нанести больше ударов, чем в пошаговом. Тогда я не вижу никакого смысла биться с врагами не в пошаговом режиме. И с этого момента все бои я проводил в пошаговом режиме. За исключением тех случаев, когда сражался, ну, с совсем низкоуровневыми существами. И каждый раз, начиная бой, вы слышите вот это вот. А бьетесь вы почти всю игру. И я клянусь, эта мелодия настолько мне врезалась в голову, что я продолжал слышать ее и в реальной жизни. С вас 404 рубля. Сейчас. Санек, те сосиски, которые ты сегодня ел, я выкинул. Они уже месяц как просрочены. Нам нужно поговорить. Конечно. Саш, ты вчера сказал, не знаю, а я всегда думала, что в отношениях надо оговаривать все, потому что другой человек не может читать мысли и знать точно то, что ты чувствуешь. Только когда люди открыто говорят Я бухнул друг с другу утра. о том, что... Но с механикой боя мы еще не закончили. Есть два способа надамажить. Магией и мечом. Ну, оружием, то бишь. Магия почти вся. Всегда достигает цели. Но мана рано или поздно заканчивается, и вы в говне. А оружием... Оружием можно промахнуться. И довольно часто, если не наложить благословение... Так я не понял, кто тут промахивается. Бать, все нормально. Иди спать. Где мне тут? И вот тут почти мы знаем эти шутки, иди уже. Так вот, без благословения шанс попадания где-то 40-50%. И это просто кошмар. А с ним, ну, хоть где-то 80%. И это сразу чувствуется. А, благословение слетело. Плюс, если враг выше вас по уровню, то шансов попасть еще меньше.
Но госпожа удача и магию стороной не обошла. Даже если всегда попадает, есть какой-то странный разброс урона. Не знаю, связано ли это с сопротивлениями целей или удачей, но одним и тем же заклинанием по одной и той же цели можно ударить как 41, так и 9 урона. И это, такое базовое заклинание, в нем вообще урон рассчитывается просто. От 1 до 7 урона умножаем на очко навыков магии. Но ведь в игре потом открываются титанических разрушений Армагеддоны и лучи смерти, которые стоят дохренища маны и выдамаживают 300-400 урона. Вы на них очень рассчитываете, ибо это самый большой урон, который вы можете нанести. И тут бац, вместо 360 урона выпадает, где-то 30. Как будто вы бросали 60 кубиков, половина из которых куда-нибудь улетела, взорвалась, изничтожилась, а на второй половине выпала единица. И как я понял, моя теория с кубиками не так уж и абсурдна. Сейчас я попробую объяснить. Когда вы осматриваете оружие, урон там показывается вот так. И поначалу я не особо обращал внимания, так как это все равно означало урон от 1 до 3. И я вообще читал D как, до, типа, от 1 до 3 урона, я знаю, это тупо. Но потом в правилах игры Warhammer 40 000 я обнаружил тоже обозначение при бросках кубика. D, что означало dice, кубик то есть. Таким образом, обозначение 1D3 говорит нам, что мы бросаем 1 кубик, максимальное число на котором 3. Обозначение 3D4 говорит нам бросать 3 кубика с максимальным числом 4 на нем. Немного странный кубик, получается скорее такая пирамидка или восьмигранный шар, где только цифра от 1 до 4, но на самом деле я бы хотел увидеть оружие с уроном 1D1. Такого я в игре не нашел, но мне просто бы захотелось увидеть кубик, на гранях которого одни единицы. Вы понимаете, что даже нет никакого смысла его бросать, только чтобы расстроиться. С таким же успехом можно было сделать бы 2 кубика, на одном из которых везде написано «жизнь», на другом «боль» и И мне кажется, с магией та же система, но доказательств у меня нет. В игре очень много разных подземелий, где вас встречают куча врагов и где в основном выполняются все квесты. Первым таким окажется дозор гоблинов, башня, которая раньше служила для защиты от гоблинов, но ее забросили и гоблины же ее и заселили. И как настоящие гоблины сменили замки на дверях. Нам нужно лишь отыскать шифр от этой двери. Он лежит в одном из сундуков. Всех гоблинов перебивать не обязательно, но тогда пропустим много лута и опыта. Проходя это подземелье, у меня выработалась некоторая закономерность, или шаблон прохождения любого подземелья. Бафаемся, заходим, убиваем сколько сможем, пока не кончится мана у Хлои или Зины, уходим отдохнуть, возвращаемся и все по новой. Все из-за того, что мана никак сама по себе не регенерируется, а бутылями ее восстанавливать довольно накладно. Во-первых, чтобы сделать зелье, нужна бутылка и трава. И если траву не так сложно достать, то бутылки продаются по 1-2 раз в неделю или типа того. Если бы только можно было как-то повторно использовать эти бутылки. У меня мана кончилась. У тебя есть зелье? Я сейчас посмотрю, подожди. Давай скорее. Да, есть! Держи, наконец. Только бутылку верни последнее. Да ем! Таки мы находим письмо с шифром. Оно лежит почти в самом начале, но если открыть дверь и спуститься вниз, нас ждет огромное количество врагов, которые, надеюсь, охраняют много сокровищ. Готово! Ага. Ага. Да, не густо, но... Подождите, что? Королевская корона тревоги. Носитель становится устойчивым ко сну. Устали спать по ночам? Представляем вам наше решение. Королевская корона тревоги делает вас абсолютно невосприимчивым ко сну. Но это еще не все.
Одевайте ее вместе с нашими царскими носками депрессии, футболкой барона усталости и нашими эксклюзивными архангельскими трусами тоски. И приготовьтесь к вашему невероятному ночному приключению. Вернув бумагу с шифром, получим немного денег и опыта. Как раз, чтобы хватило прокачать пару уровней в тренировочном центре. Да, мы в бою и за квесты набираем опыта, чтобы потом в определенном месте за определенную плату поднять уровень и получить очки навыков. Какая-то очень хитрожопная бюрократия, ну да ладно. Прокачивание навыков — это очень важная часть игры. Их много всяких разных, и все, за исключением дипломатии, невероятно полезны. Например, нельзя ни при каких условиях подходить к сундукам без навыка устранения ловушек. Но не потому, что есть шанс, что сундук заминирован и половина отряда помрет. Нет, все сундуки заминированы. Кроме, наверное, одного, который открывается только после прохождения квеста. А вот, например, навык починка помогает подлатать доспех прямо на месте, чтобы не бежать за деньги у кузнеца чинить. Порядок. Порядок. Готово. Я действительно хотела бы помочь. Навыки магии и оружия увеличивают урон. Купец, медитация, атлетика – все полезно. Правда, есть еще один сомнительный навык восприятия. Вроде как должен помогать находить скрытые двери и кнопки, но работает он плохо, и все равно после убийства всех монстров тыкаешь пробелом во все стены в поисках секретки, как в Думе. У всех навыков есть 3 уровня мастерства – новичок, эксперт и мастер. На каждом новом уровне навык приобретает определенные свойства. Например, лук выпускает 2 стрелы. Умение мастерски носить доспехи снижает время восстановления после удара. А мастерство владения магией меняется в зависимости от заклинания. Например, благословление вместо одного накладывается теперь на всех, что очень удобно. Но, чтобы выучить хотя бы эксперта какого-либо навыка, надо сначала прокачать его до определенного уровня, а затем найти учителя такого навыка по всему Энроту. И ты тыкаешься в каждый дом, где почти каждый житель хочет присоединиться к вам в качестве спутника. Не за бесплатно, естественно. Вообще спутники бывают очень полезны. Я в итоге нашел для себя 2 за умеренную плату. Одна дает прибавку ко всему полученному опыту, а второй может опознать любой предмет, и мне не нужно заморачиваться с прокачкой этого навыка. Но я забегаю вперед. Вот мы слегка подкачались, слегка приоделись и готовы к следующему подземелью. Это заброшенный храм. Мне здесь не очень нравится. Все по той же схеме. Набафался, повоевал, устал, отдохнул. Убиваем целый зоопарк из крыс, летучих мышей, пауков и змей. Спустя пару часов, да, на прохождение одного подземелья обычно столько выходит, если не больше, находим канделябр и возвращаем его владельцу, за что снова получим опыт и денег. Смотрим в окно и видим, что на улице стемнело. Выключаем игру и оставляем ее до завтра. Почему? Все просто. Эта игра как оборотень. Днем она обычная, где-то сложно, где-то геморно. Это нормально. Но когда наступает ночь, игра превращается в коридорный хоррор. От спины по всему телу пробегают мурашки. Практически полная тишина. Лишь ваши шаги, да изредка слышно чье-то дыхание или рычание. Если бы только музыка не заканчивалась после одного проигрыша, такой звенящей тишины бы не было. И вот вы бродите по темным коридорам, абсолютно одни. И в голову заползает дурацкая мысль. А может, вы не одиноки? И хочется проверить. Вдруг в моей комнате кто-то есть. Да нет, это абсурд. Блин. Проверить стоит.
Черт, а я же не нажал паузу, пока осматривался тут. Вдруг ко мне кто-то... Ты еще кто? Я клоун забытого. Иди в жопу, и без тебя страшно. Выполнив несколько квестов и обойдя всю локацию, понимаем, что идти больше некуда, кроме острова по соседству. По воде до него добраться нельзя, ведь вода — это лава. Понимаем, что пришла пора оседлать коня и двинуться в замок Iron Fist. Это такая королевская гавань, где в отсутствии взрослых правит Его высочество Николай Айрон Фист. маленький пиздчудо. Почему я его так люблю, сейчас узнаете. Дело в том, что в замке Уилбур Хамфри дает нам два важных квеста, которые мы не сможем сдать, так как принцу, видите ли, стало скучно, и он решил сбежать. А без принца нас не пускают в замок. Куда он сбежал, никто не знает. Есть вероятность, что в цирк, ибо он только о нем и говорил. Теперь поподробнее про цирк. Посмотрите на эту карту. В каждой из этих локаций есть цирк. И вот я заморочился, пробежал все эти места, с большим трудом не умерев, ибо локации высокого уровня, получил много звездюлей и тут, и там, но куда бы я ни пришел, было написано, что тут никого нет, цирк уехал. Цирк уехал? Цирк уехал? А клоуны-то остались? Остались! Ладно, хрен с ним, у нас и так других дел полно. В целом, все задания более-менее однотипные. И заключаются обычно в том, что надо прийти в подземелье, всех порубить и разгадать какую-нибудь загадку. И самая сложная часть — это всех убить. На это уходят долбанные часы, и все из-за того, что у меня всего лишь один нормальный урон у Хлои. Кстати, давайте про нее поподробнее. Она у меня маг всех стихий, кроме воздуха. И по мере прохождения я изучал ей кучу разных заклинаний. И представляю вам список лучших, ну, на мой взгляд. В магии огня это, несомненно, кольцо огня. Дамажит всех вокруг от 10 до 50 урона. И самое главное, даже не важно, видите вы врагов или нет. То есть можно просто стоять за стеной и дамажить. Есть схожее заклинание получше уровня — адский огонь. Дамажит больше и дальше, но цель должна быть в поле зрения. Плюс стоит очень много маны. Магия земли. Тут всегда на поддержании каменная кожа. Без нее прям больно бьют. Отличное заклинание лезвия, ибо урон наносится не магически, как такой. И враги, устойчивые к магии, все равно получают полный урон. Но самое крутое тут заклинание — это взрыв камня. Невероятно полезное заклинание. И все потому, что вы бросаете камень, который отскакивает от стен, как в пинболе. И когда натыкается на цель, взрывается, и причем с нехилым уроном. Очень помогает одолеть сильных врагов, которых не можешь встретить лицом к лицу. Магия воды — это, естественно, портал в город и маяк Ллойда. Но до них трудно поначалу добраться. Но когда доберетесь, жизнь станет проще в разы. Магия воздуха у меня у другого чувака, и он брал ее чисто из-за полета. Ибо стоит заклинание дорого, плюс тратит ману при поддержании. А мана у Хлои самый ценный ресурс. Насколько ценный? Когда у Хлои кончается мана, враги перестают умирать так часто, и мы начинаем сильно расстраиваться и плакать кровью, поэтому приходится отступать. За редким исключением, если подземелье сильно ниже по уровню. Тогда можем и кулаками отмахаться. Вот из-за того, что приходится вечно возвращаться и восстанавливать ману, все так затягивается. Увидимся утром. И вы ходите и убиваете полчища врагов, людей и нелюдей. Туда и обратно, туда и обратно. Все превращается в такую рутину. Странным образом вы начинаете замечать и ставить под вопрос ваше стремление убивать столько людей. Для чего столько смертей? Какова цена? Она оправдана? И вот вы приходите в одно из подземелий, где музыка, написанная гениальным Полом Ромеро, кто и для героев музыку писал, развеивает все сомнения. Вы не герой, вы не спасаете мир. Вы оружие массового геноцида, одураченное благими намерениями.
Бродя по миру, я внезапно забрел к одной барышне, большой фанатке цирка. Ого! Гастролирует южнее замка Темпер. Это трясины проклятых. И только в августе. А сейчас? Может, возможно, в другие месяца попасть? И я бегал туда-сюда, но наконец нашел информацию, что цирк гастролирует в Блэкшире в апреле, в Трясине проклятых в августе и в заливе Бутлег в декабре. И я никак не могу в ближайшее время туда попасть. Можно, конечно, в трактире бухать полгода, или просто из локации в локацию переходить. Но фишка в том, что персонажи тут стареют, и я знаю, что в конце игры идет подсчет очков. И, скорее всего, мое полугодовалое ничего не делание ничем хорошим не окончится. И по невероятному стечению обстоятельств нашлось мое старое сохранение в Трясине проклятых, но в середине апреля. Путешествие в Блэкшир отсюда займет 10 дней. И вот я вот прям едва-едва успеваю под конец месяца поймать этот цирк. Сгружаем. Поехали. Полет есть? Вперед. Чё за говно? Ладно, закончился прямо как только я полетел. Отличное сохранение, Саша. На западе сразу будет Dragon Sand. Это земля драконов. Я надеюсь, я умру не быстро. Быстрее, быстрее! Ай! Так, тут спускайся вниз, вниз! Нет, нет, отстань, нет! Блэкшир, отлично. Ну? Где этот цирк-то? Он в другой жопе. Снижение! Давай, ну будь на месте, пожалуйста. Вот ты где, маленький чудо! Итак, наконец-то возвращаем Николая, и можно спокойно вернуться к другим квестам. Кстати, если вам надоели квесты, раз в неделю можно заехать на арену, где вы сможете сразиться для чужого удовольствия с врагами на разной сложности. И чем выше сложность... Но я на втором уровне сложности так отхватил, что больше туда не возвращался. Спустя многое время задания потихоньку заканчиваются, и остаются лишь задания советников, выполнив которые вас допустят к Оракулу, и он поможет вам решить проблему с дьяволами, населившими вашу деревню. А чтобы проверить, какие задания совета вы выполнили, можно зайти сюда и посмотреть. Это как на семейном ужине, и еду готовили вы. Задания совета — это ключевые квесты, и многие из них довольно интересны. Например, договориться со всеми конюшнями на повышение цен. Так просит сделать Леди Леретта Флис, баронесса Восточного моря и канцлер сокровищницы. И придется обойти все конюшни, которые найдем. А еще, например, остановить бесконечную зиму, которая реально мешает видеть, и которая реально потом пропадет. Кстати, я забыл рассказать о квестах на продвижение класса. Рыцарь становится всадником, стрелок боевым магом, а волк чародеем. Это очень важные квесты, ибо кроме ранга прокачиваются очки здоровья и даже маны. И для моей магички это квест номер 1. Благо нужно всего лишь испить из фонтана магии. Думаю, и для клирика надо сделать, ибо мана для нее тоже важна. Так, значит, что нужно сделать? Так, храм в Свободной Гавани несколько месяцев назад сгорел в пожаре. Если бы вы смогли добиться его восстановления, у меня бы появилась причина повысить ваших служителей до звания священника. Понятно. Вам потребуется нанять каменотеса и прилягу. Выполнив все квесты совета, остается последний, мой любимый. Надо вычислить шпиона среди совета. Это было в целом легко, находим письмо и несем советникам. Но тут происходит невероятное явление FMV. Скоро Iron Fist потеряет власть, и я буду королем. Я не забуду про вас. Почему? Почему именно этот момент? Понимаете, просто нигде больше в игре такого не будет.
Почему их заставили снять именно этот момент, чтобы где-то, наверное, в рекламе показать или там в каких-то там тизерах, что у нас есть вот такое full motion видео, пожалуйста, покупайте нашу игру. Наверное, так, но странно, почему именно этот момент? А мы тем временем спускаемся к Оракулу. Здесь небезопасно. Панель? Что тут происходит? Я знал, что ты придешь. Окей. Оракул — это вот эта штука. Или нет? Нам просто говорят принести 4 кристалла памяти, чтобы вызвать Оракула. И также дают местоположение этих кристаллов. Окей, вы меня заинтриговали. И у меня появилась куча вопросов, на которые, надеюсь, ответит Оракул. Итак, 4 кристалла памяти. По коридорам можно предположить, что они связаны с 4 элементами – огня, воды, земли и воздуха. Правда, называются они альфа, бета, дельта и эпсилон. Интересно, почему пропустили гамму? Но не суть, нас ждут 4 подземелья, в конце каждого из которых лежит этот самый кристалл. В целом, пройти их будет нетрудно, кроме одного. Даркмор. Замок Личей в Трясине проклят. И я сейчас вам объясню, почему. Во-первых, сама локация ужасающая, везде скелеты и призраки. И если обычно в городах-то безопасно, то в этой локации нет. Как поживаешь? Как поживаешь? Как это? Вот именно, как вообще как? Как ты поживаешь тут среди мертвецов, скелетов, призраков и остальной дичи? Не спится, наверное, спокойно. Вам, поди, королевская корона тревоги не нужна в ваших-то краях. Помните, как-то я уже говорил, что перед любым подземельем нужно обязательно пробафаться, иначе будет тяжко. И с тех пор ничего не изменилось, кроме количества этих самых бафов. Сила, удача, защита и всякое прочее. Без этого никак. Так вот, в замке Даркмор можете вообще обо всем забыть. Ибо кроме личей в замке обитают мерзкие глаза, у которых есть заклинание рассеивания и сжигания маны. Вот мы счастливые герои. И вот мы в говне. Я уже как-то пытался брать этот замок осадой, через каждые 10 минут выходя на перекур. Но силы были совсем не равны, и я побитый уходил ни с чем. Но в этот раз другого пути нет, и надо брать замок. И я решил попробовать одну штуку. Они с такой легкостью снимают все заклинания защиты или усиления, потому что они хорошие маги. А что если нам пробафаться зельями? Да, в игре есть алхимия, но она мне пригодилась только для создания абсолютных эликсиров, которые навсегда увеличивают одну из характеристик. Не думаю, что мне когда-нибудь могут пригодиться временные эликсиры.
И вот на этот раз я раздал всем зелья защиты и усиления. Набухался, и дело пошло. Как я и предполагал, снять такие бафы они не могли. И я смог выживать. Благо мне повезло, и они ни разу не сжигали ману моей Хлои. Замок оказался просто огромный. Куча ходов и локаций, целые лабиринты и огромные залы, наполненные полчищами этих ублюдских летающих глаз. Я настолько устал тут, что, признаюсь, забил на 100% убийство врагов. Хотелось уже просто покончить с этим. Это чё? Не-не-не, чё за кубы? Не-не-не, все, мы закончили с этим. Помните? Этого еще не хватало. Забрав последний кристалл, размещаем их на постаментах и возвращаемся к Оракулу. Интересно, что же он нам скажет. Я знал, что ты придешь. Я Мелин, хранитель Инрода. Спасибо, что вернули модули памяти. Арчибальд забрал их, когда я отказался помочь ему в войне за наследство. Вы как раз помните, криганцы напали на нашу землю. Вы должны попытаться остановить их. К сожалению, попытки Арчибальда получить от меня сведения принесли мне слишком много вреда, и я не могу вам сейчас помочь. Я лишь могу дать совет, в то время как большинство криганцев можно убить простым оружием и заклинаниями, у элитных стражников и высших животноводов толще кожа и больше естественной защиты. Их может взять только очень мощное оружие. В центре управления планетой, что подо мной, есть оружие и доспехи, которые вам понадобятся, чтобы победить. Но я могу пропустить туда лишь того, у кого есть куб управления. Мои приборы показывают, что единственный куб управления, оставшийся на Инроте, можно найти под землей в Драгонсенде. Че за кубы опять? Окей. Добираемся до пирамиды под названием Усыпальница Варн. И внутри мы узнаем, что это не совсем усыпальница. Хоть и очень похожа стилистика на египетские пирамиды, особенно ее создают обитатели этой самой пирамиды. Но это космический корабль. Да, и куб управления находится в центре системы корабля, доступ к которому могут открыть лишь члены экипажа, по очереди произнося кодовые слова. Коих мы без труда находим в виде писем. Мешает только вечная радиация, изредка блокируемая найденным хрустальным черепом. Пройдя очень странную процедуру отключения защиты, надо встать по очереди в определенный бассейн и произнести в нем фразу. Открывается люк вниз, и нас встречает... Робот... Робот патрульный. Робот патрульный. Я все еще в меч и магию играю, да? Да, все в порядке. Убиваем парочку летающих роботов и в сундуке наконец-то находим... Куб управления. Он удивится. Вернув куб управления, Оракул пустит нас в центр Земли, но также попросит освободить Арчибальда, чтобы он дал нам заклинание для убийства главного босса. Арчибальд заточен в камень в библиотеке замка Iron Fist. Николай поможет нам его освободить, если мы найдем третий глаз. Третий глаз лежит вот здесь в колодце. Освобождаем Арчибальда, он дает нам заклинание и сразу исчезает. Теперь центр управления, где нас снова ждет армия роботов. На самом деле очень крепкие ребята. А те из них, которые терминаторы, умеют уничтожать персонажа одним выстрелом. И вы его уже никак не вернете к жизни. Церковь вам не поможет. Чем мы можем вам помочь?
Поэтому сохраняйтесь аккуратнее. Спустя кучу пустых комнат мы найдем сундук, в котором лежит... бластер. И неужели... Да, это то великое, древнее, мощное оружие. Бластер. И мы находим не только один, а целую кучу, еще и в виде автомата. Вообще, мне нравится эта идея. Магический огонь! Ага, магический щит! Обычный пистолет. Обычная кожа. Вооружившись новыми пушками, можем идти крушить криганцев. Но прежде чем это сделать, я заметил, что у нас появился новый навык. И если это единственное оружие, которым мы теперь будем пользоваться, думаю, имеет смысл этот навык развить до максимума. Благо это недолго. Я набрал много новых уровней и смог найти эксперта и мастера, который обучает этому делу. Да, здесь есть такие. Первый безумец, а до второго хрен дойдешь живым. Ну и к вопросу о том, неужели настолько сильно дамажит? И... чё-то нет. Выстрел снимает 20-40 урона. Не так уж и прям и много. Я вот двойной стрелой тоже где-то 30 бил. Не понимаю. Хотя заметно, что после выстрела персонаж быстрее восстанавливается. Как бы быстрее, да, я согласен, но это не особо заметно. Ну, то есть, возможно, за один ход я сумею там, 2 выстрела сделать вместо 1. Это... ну, вроде и неплохо, но не так заметно. Все равно, как бы в пошаговом режиме сначала я хожу, потом они ходят. Как бы это бессмысленно. А как это выглядит в реальном времени? Подожди. Неплохо. А если еще ускорение включить? Ха! Ядрить меня в сраку, да я плазменный миниган! Теперь очередь демонов. О, теперь босс. А, нет. Тут реактор. Это что за говно? Ох, ёб! Ох, блин! Так, заклинание. Нет, не заклинание. Ох, блин! Фак. Ладно, походу придется пошагово садить. А, и заклинание так и не пригодилось. Странно. В общем, смотрим, как наша деревня взрывается и окончательно накрывается медным, ну или зеркальным в данном случае, тазом.
Все молодцы, настоящие герои Инрота, победа, ура! Прошу вас, преклоните колено. Каждого из вас, благочестивые герои, я посвящаю в рыцари. Встаньте, друзья мои, примите благодарность от всех нас за спасение Энрота. Да, спасибо вам, герои. Спасибо, что сохранили мое королевство для меня. Ха-ха-ха-ха-ха! И возвращает нас в точку, с которой мы начинали, чтобы мы смогли сделать, что не успели. Я так понимаю, например, найти Грааль. Ведь здесь тоже есть обелиски, как в героях, и можно реально его отыскать. Но я лучше в трактире последнюю бахну. Привет, заходи. Я же говорил. Так, это, кажется, их кухня здесь. Ага, здесь можно брать еду, а здесь... О, бутылка? Бутылка? Еще? Еще? Бутылочки, родные мои! Наконец-то!